tell him Bitclub on paper, you know. И он ему объяснял Bitclub еще тогда на бумаге. He'd take his checkbook out and he wrote me a check. Он достал свою чековую книжку и выписал ему 3 founders. 3 пакета основателей. And Bitclub was not born for 3 more months. И Bitclub еще тогда не появился на протяжении последующих 3 месяцев. But trust. Просто на доверие. And then I recruit, I'm building the business. И после этого Джо постоянно продолжает приглашать новых людей. His friends, my friends. Его друзья, его тоже друзья. And so I put them together. I said, okay, my friend, you guys together. И он их соединил, говорит, вот друзья, вы работаете вместе. So later, I started building the business very big. И потом Джо пошел по таким большим масштабам и стал строить бизнес. I call Peter. Он звонит Питеру. I see new volume with the same name. Он видит, что создается новый объем, но везде одно и то же имя постоянно. And then more volume, same name. И опять еще больше товарооборот и логин одни и те же. Within 8 months, Peter spent $390,000. В течение 8 месяцев он потратил 390 тысяч долларов. 100 founders plus. Больше, чуть-чуть более чем 100 позиций пакетов основателей. Later on, I asked him why. И чуть позже Джо спросил его, что вообще происходит, объяснить ситуацию. He saw the returns, he saw the potential. He says, I trust the business. I cannot work right now. И он говорит, что он видел, что идет возврат, видел, как компания работает, и он доверял компании, доверял процессу. I found out his wife has cancer, my friend. И он узнал, что у него жена, которая больна раком, уже на 4-й стадии. So, cannot work, so stays home, help the wife. Поэтому он не мог работать, он не работал все это время, он должен был оставаться все время дома, помогать своей жене. 9 months. В течение 9 месяцев he buys one founder every day. Он покупал по одной позиции фаундера каждый день. 1 year later, so 1.5 years. Через 1,5 года спустя he has 550 founders. У него сейчас позиций чуть больше, чем 550. From the first 390,000. С первых 3 позиций фаундера profit every day. Он получает постоянно доход с каждой позиции. 1.8 million. Это 1,8 миллионов долларов сегодня. Today, total earnings. Сегодня его общий доход составляет 10 million. 10 миллионов. His wife, he was able to stay home and feed her, bathe her, change her. Он все это время оставался со своей женой, доход ему позволил, он должен был каждый день ее кормить, одевать, купать. Many scams came and went in Peter's life. И за это время очень много скамов компаний, которые приходили и уходили на протяжении всего этого времени. Peter's big investor. И он очень крупный инвестор. He has lost millions of dollars. И он потерял миллионы долларов. Bitclub, not one dime, stay home, take care of his family, wife. She passed away 3 years later after Bitclub, December 2016. Hey, talking. Крупным планом, пожалуйста. Cut. 3 года спустя его жена, к сожалению, умерла, но Bitclub, то есть без каких-либо работ, без ничего, то есть позволило ему сегодня зарабатывать. The priceless part is you get to stay home for 3 years. И что самое интересное, что благодаря Bitclub он смог оставаться со своей женой каждый день, помогать ей, то есть Never worry about Bitclub. все время оставаться дома. Money came every day. И никогда не заботился о том, откуда деньги приходят. Деньги приходили каждый день. He finally, buried his wife, but Он похоронил свою жену, но it happens. жизнь случается, к сожалению. Today he's still hurt. Сегодня до сих пор, естественно, присутствует боль утраты. But he's moving on. Но он продолжает двигаться по жизни. But Bitclub was there when he could not be there. Но Bitclub позволил ему как раз-таки в то необходимое время провести, самое ценное время, последние минуты со своей женой, благодаря Bitclub. I've been able to, like an insurance agent, I've been able to talk to families after a loved one passed away for Bitclub.
И Джо, он раньше работал в страховании, и он говорил с другими членами семьи, когда вот другие люди уходят из жизни, и тоже касательно Bitclub. Yeah. Recently, one of my friends passed away. И его друг недавно тоже умер где-то в районе 60 лет. Should have been number 2 in Bitclub, next to me. И он, по идее, должен быть чеком номер 2 после Джо. Should have been. But he spent 2.5 years chasing scams. Но 2,5 года он просто бегал за скамами. First 4 months with Bitclub, made a check. И в течение 4 месяцев он сделал большой чек. And for 2.5 years, we kept paying him every day. И на протяжении 2,5 лет компания продолжала платить ему, несмотря на то, что он там непонятно где, чем занимался. He died last month. Он в прошлом месяце умер. Broke. Бедный. The only income is Bitclub. И единственный его доход, который у него был, это Bitclub. And it still pays him right now. И несмотря на то, что его уже сегодня нет, то Bitclub продолжает ему до сих пор платить на его аккаунт. I had the manager's wife's account because everybody wanted to take his money. Каждый хотел, очень много людей хотели взять его позицию, но Джо связался с его женой. It's like maybe 80,000 worth of Bitcoin. И сейчас на его аккаунте вот, было около 80 тысяч долларов в биткоине по текущей цене. Next month, На следующий месяц the wife has a baby. Жена родила ребенка. Bitclub will be there for them. И Bitclub будет дальше для этой семьи, для ребенка. Father won't be there, but Bitclub will. Отец, его уже, к сожалению, нет, но для матери и для ребенка Bitclub будет продолжать платить каждый день. Many stories like that. И таких подобных историй очень много по всему миру. Сильная история. Аж мурашки. Можно ходить